Очередная история разворачивается в подмосковном Красногорске. Там мужчина с бородой, по предварительным данным, чеченец, затеял драку с местными парнями, которые мирно играли в настольный теннис на спортивной площадке. Более того, он угрожал им ножом. Агрессора скрутили, а холодное оружие отобрали. Только вот зачинщик конфликта поначалу оказался единственным пострадавшим. Другая нашумевшая история связана с захватом мигрантами детской площадки в Краснодаре. Обо всем этом мы поговорим в нашем выпуске. Просьба поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Напомним, в тот день туда пришли родители тех детей, которых туда не пускали, и попытались вежливо объяснить, что площадка общая. И устаивать фейс-контроль по национальному признаку при входе на площадку недопустимо. Однако вежливого диалога не получилось, приезжие все равно отказались пускать детей на площадку, а вдобавок в нецензурной форме отправили взрослых куда подальше. После этого около к площадке потянулись 20-25 местных мужчин, которые устали это терпеть, и силой выгнали мигрантов с площадки. Конечно же, героям удалось отстоять площадку в этот раз, но всем было очевидно, что даже такой меры надолго не хватит. Вскоре короли площадки снова объявятся и не будут пускать никого, кроме своих. Поэтому решено было вызвать полицию. Как выяснилось, эта ситуация с захватом площадки мигрантами происходит уже давно. Это Лавочкино, 17, жил там некоторое время рядом, за этим домом крупнейший рынок овощей в Краснодаре, где они поднимают экономику. Вообще это краснодарское гетто по типу котельников. На площадке этой сколько хожу, там туся только приезжие, местных и вправду не пускают, прокомментировал ситуацию один из местных жителей. Стоит отметить, что среди приезжих, которые захватили площадку, был зачинщик, именно он принимал наиболее активное участие в осуществлении фейс-контроля при входе на площадку. Вот он засветился на одном из кадров во время конфликта с местными жителями, которые пришли отстаивать площадку. Он тут в центре кадра, в бежевой футболке. Приехавшая в тот день на место происшествия, полиция задержала этого парня. Им оказался 19-летний уроженец Таджикистана, который, кстати, в 22 году как-то получил гражданство РФ. Не помешало бы устроить проверку по данному факту. В общем, когда данный персонаж был задержан, и до него дошло, что ему грозит какое-то наказание, он решил принести извинения. Видео с ним были опубликованы МВД. Ему зачем-то затерли глаза, хотя ему уже 19. Вот, что он сказал, задержан за драки, который произошел на улице Лавочкина из-за детской площадки. Человеку обидные слова сказал про маму, хотел извиняться за это. «Извините меня, пожалуйста, больше такого не повторится, обещаю», — заключил он. Оказалось, что он не только ущемлял местных детей в праве на площадку, но и в ходе конфликта оскорблял чьих-то родителей. Вот такие люди у нас получают гражданство. В отношении данного персонажа был оформлен административный протокол, скорее всего, за мелкое хулиганство, однако в МВД не уточнили, и ему грозит до 15 суток ареста. Но судебное заседание пока только назначено, в ближайшее время узнаем результат. Также хотелось бы верить, что если данный специалист будет продолжать в том же духе, то компетентные органы не поскупятся на аннулирование гражданства РФ и депортацию без права возвращения. Перейдем к следующей истории. В Красногорске на местных жителей напал с ножом бородатый южанин. Молодые люди дали ему отпор. Буяна скрутили, но защищавшихся горожан теперь обвиняют в массовой драке, а неадеквата пытается отмазать диаспора. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на молодых людей в Московской области. В Красногорске мужчина ночью напал с ножом на незнакомых молодых людей, которым удалось от него отбиться и вызвать на место сотрудников полиции. По данным телеграм-канала «Подмосковная полиция», в УМВД по Красногорску поступило сообщение о том, что у одного из домов на улице Липовой рощи произошла драка. Один из участников размахивает ножом. Прибывшие на место полицейские установили, что между 5 гражданами случился конфликт, переросший в потасовку. В результате инцидента 37-летнему мужчине нанесли телесные повреждения, с которыми он был госпитализирован в больницу. По данным из социальных сетей, на местных жителей напал с ножом бородатый южанин, житель одного из северокавказских регионов. Теперь защищавшихся молодых людей обвиняют в массовой драке, а неадеквата пытаются отмазать диаспора. Все произошло около ЖК «Спутник». По словам парней, проводивших время с пользой для здоровья, мужчина начал им что-то кричать, требуя уделить ему внимание и подойти. Отвлекаться от игры в настольный теннис у молодых людей желания не было, поэтому они его игнорировали. Такой расклад бородача не устроил, и он подошел к игрокам сам. Завязалась словесная перепалка, в ходе которой он ударил одного из парней. Началась потасовка,
агрессор достал нож и приставил к груди одного из оппонентов. Местным удалось повалить его на землю и отобрать нож, который они завернули в майку и впоследствии передали полицейским, которые приехали по вызову, как и скорая помощь. А дальше началось самое интересное. Телеграм-канал «База» со ссылкой на свидетелей пишет, что вслед за прибывшими на место правоохранителями пожаловали представители чеченской диаспоры. Когда шло оформление протокола, один из них подошел к полицейскому и передал телефон, чтобы тот с кем-то пообщался. С кем разговаривал полицейский и чем закончилась беседа, неизвестно. Только вот зачинщик уехал на скорой помощи, а парни в полицейский отдел, где им пришлось провести 4 часа. По их словам, к ним относились как к подозреваемым и участникам массовой драки. С молодых людей взяли письменные объяснения и отпустили. Соответствующие посты появились в телеграм-каналах МВД и Следкома. Ирина Волк продублировала сообщение в своем канале. Оно имеет следующее содержание. По факту грубого нарушения общественного порядка в Красногорске сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. Следователем Следственного управления УМВД России по Красногорску по факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Предварительно установлено, что 14 июля, примерно в 1:20, находясь у одного из домов, расположенных на улице Липовой Рощи, мужчина спровоцировал конфликт и напал с ножом на молодых людей, которым удалось его остановить и удерживать до прибытия сотрудников полиции. В результате инцидента мужчина 87 года рождения с телесными повреждениями был госпитализирован. В настоящее время сотрудниками полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Также выяснилась еще одна любопытная деталь. Как рассказал один из парней, южанин незадолго до этой драки уже провоцировал местных жителей на конфликт. Он приставал к отдыхающим на пляже мужчинам, вроде бы тоже была драка. То ли их было больше, то ли еще по какой-то причине бородач ретировался и отправился докапываться до жителей ближайшего ЖК, где и напал на 4 парней. Более того, те самые мужчины с пляжа подошли к месту потасовки и пытались разобраться с мужчиной, но им этого сделать не дали. По неподтвержденной информации, агрессор был пьян или под запрещенными веществами. Дело на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина. Вот как это комментируют люди в социальных сетях. Срочно клонировать Бастрыкина, кроме СК, никто честно работать не хочет, пишет пользователь. Респект ребятам из Красногорска. Красиво упыря уложили, пишет Марина. За один только нож полиция должна уже мигранту статью шить. А полиция к ребятам цепляется, пишет Андрей. А что, так теперь решаются все вопросы и наказывают невиновных. И долго такое будет происходить? Задается вопросами Сергей. А что по поводу всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если еще этого не сделали. Всем добра, всем пока!